Привет! Недавно я объявлял конкурс по саунд-дизайну. Нужно было озвучить 10-секундный ролик. Сегодня смотрим лучшие работы, отмечаем полезные для наших будущих проектов и вручаем призы. Погнали! Вообще, ни я, ни компания Tsugi, которая поддержала конкурс призами, не ожидали, что будет столько классных работ. Итого приняло участие 46 человек. И хотелось бы показать все работы, но сегодня только самые интересные, на мой взгляд. Участвовали люди разных профессий и возраста, начинающие и с богатейшим опытом. Кто-то просто скидывал работы, кто-то подробно писал задумку и делился скриншотами проектов и инструментов. И было очень много приятных слов о канале. Думаю, участники поймут, все это сейчас зачитывать не будем, но сам я прочитал и благодарен каждому. Приятно понимать, что вы отнеслись к конкурсу серьезно. Еще писали, что конкурс стал хорошим поводом практиковаться, развлечься, отвлечься от рутины, от основной работы и от новостей. Или как для Натальи, начать исследовать работы коллег в поисках ответа создания голоса, как у Робокопа. Она нашла письмо саунд-дизайнера фильма с описанием приемов и повторила их в своей работе. Thank you for your cooperation. Можете попросить у нее ссылку, все контакты я указываю. Кто-то использовал звуковые библиотеки, кто-то плагины, причем только своей программы, а кто-то, как Роман, записывал звуки сам и скидывал несколько работ с совершенно разными идеями. Hey man, don't worry, you can do it. Это его первая работа. Hey, don't worry, you can do it. Мой рот способен на большее. А это его вторая работа. Your mouth can do all. Но я предупреждал, что в конкурсе будем учитывать только одну работу по своему усмотрению. Это считается за одного. Еще были участники, которые записали свои проекты изнутри и показали буквально каждую дорожку. Okay, Captain, you got this. Okay, Captain, you got this. Okay, Captain, you got this. Спасибо, что поделились своими инструментами. Привет, Руслан. Немножко расскажу о том, как создавал этот проект под твой конкурс. Электричество это идут от плагина Audio Elec. Дилей немножко, ревербу чуть-чуть, нектара немножко. И здесь в Neo добавил, в общем, плагинчик, чтобы более мощные шаги получились. Здравствуй, кожаный человек. А также многие делились классными сервисами. Привет, собственно, пару слов о том, что я делал, как и почему. Хочется чего-то бычкообразного. И в библе от Boom Library есть куча всяких скрежетов, ударов по металлическим предметам и так далее. Вот, собственно, этот сам звук, который добавляет вот этой вот. Он в совокупности не так очевиден, но без него. Дальше надо было какую-то фразочку придумать сюда. Я воспользовался Телеграмом и ботом, который ребята сделали. Сильеро ТТС вроде они называются. И там, собственно, есть имитация различных персонажей из игр. И я взял голос Джеймса Рейнера из Старкрафта. Без обработки это звучит вот так. Здесь могла быть ваша реклама. Обработать решил в таком стиле. Здесь могла быть ваша реклама. Потому что, опять же, стиль персонажа, он какой-то ретро-футуризм. Здесь могла быть ваша реклама. Если хотите посмотреть эти видео подробнее или задать вопросы участникам, можете связаться с ними, знакомиться и, конечно, сотрудничать. Также я попрошу ребят выложить ссылки на ролики в моих блогах. Очень здорово, что участники делились своим анализом и ходом мысли.
Привет, меня зовут Эрик, я надеюсь, я не опоздал с отправкой работы на конкурс. После просмотра ролика мне показалось то, что он ростом как робот из стального гиганта, то есть метров 20, и внутри него достаточно свободного пространства для такого рассыпного реверба постоянного. От этого и эффект захотелось вот такой сделать. В основу механических звуков я использовал фен обычный и записал его на микрофон, вот, и использовал модуляционные плагины от Waves, вот, калейдоскоп и Spring Delay. В голове появилась такая мысль, что я прям вот, ну, не знаю, что делать, потому что, когда я пишу музыку, я кучу инструментов вытаскиваю наружу, кучу всяких вещей из головы тоже вытаскиваю, засовываю туда и начинаю что-то придумывать, калякать, вот. А тут я, как бы, я не знаю, откуда и что вытащить, и приходилось импровизировать. Еще понял такую штуку, что свести какие-то кусочки несложно, но сложно все это вместе сделать созвучно и прикольно и интересно. И тут больше про правильное видение, восприятие. Плюс еще знание того, что, ну, как должен примерно звучать твой результат конечный. Но в итоге я просто... Мне прикольно, вот я в интересном чем-то себя попробовал. Часто рассуждения участников не менее интересны, чем результат. Привет, меня зовут Ирена, и я участвую в конкурсе по саунд-дизайну у Руслана Гапирова. В своей работе я использовала звуки, записанные на мой рекордер. Звук эмбиенса ночного города Турции, так как я здесь живу, и мне показалось, что записанный звук неплохо звучит в данном видео. А также использовала звуки из различных библиотек. Во время записи я для себя отметила, что звук жестяной банки, которая сталкивается с какой-либо металлической поверхностью, получается тональным. Так как у меня есть музыкальное сопровождение, я постаралась следить за остальными звуками, чтобы их высота соответствовала основной тональности, чтобы было меньше диссонансов. Приятного просмотра и спасибо за возможность поучаствовать в данном конкурсе. Hello world. А Игорь вообще запустил видеодневник. Что ж, привет, на связи Garrett Sound. Сегодня я участвую в компетишене от Гапирова Руслана. Мы будем озвучивать видосичек небольшой, а для этого нам необходимо записать некоторые звучки. И для начала мы запишем автомобиль. Но какой-нибудь не супер премиальный, а такой, желательно, чтобы звучал не очень, потому что премиальные тачки звучат скучно для саунд-дизайна. И, например, мое не супер премиальное авто. Приступим к записи. А теперь мы переместимся в Леруа Мерлен, чтобы записать что-нибудь, может быть, интересное там. Я ничего не нашел. Как записывал, что записывал и что в итоге получил, Игорь показывал в соцсетях в виде сериала. Игорь, кстати, еще ведет классный YouTube-канал про саунд-дизайн. И я очень рад, что ребята, активно ведущие по-настоящему крутые блоги, нашли время и тоже поддержали движуху. Как, например, и Лев Соколовский из Sound and Stuff. И у него работа совсем в другом стиле. Подпишись на Sound and Stuff. А некоторые презентации — это отдельные шедевры. Что-то говорит, как робот.
Microphone check. 1, 2. Microphone check. 1, 2. Эти видео участники выкладывали в соцсетях, а я делал репосты. И, по-моему, это отличная идея для тех, кто спрашивает, как продвигать себя. Теперь, надеюсь, понимаете, что вся ценность этой затеи с конкурсом не только в призах. Еще отдельно отмечу концептуальные работы, и тут описание очень пригодилось. Саша пишет: это постмодерн на почве переживаний героев фильмов Михалкова. Сей робот отражает моральную драму современного общества, претендуя на роль нравственного маяка в отсутствии таковых в человеческом обличии. Господа, вы звери. Или как рассуждал Дмитрий, выбирая фразу. Приветствую всех. Сегодня мы участвуем в конкурсе от Руслана Гапирова и японской компании Tsugi. Подозреваю, что большинство участников сделает приблизительно одинаковыми шаги и мувы персонажа. Выигрышным является текст. Изначально я думал, в силу своих ассоциаций, вставить текст наподобие «I'll be back» или «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл». Или можно было даже сюморить насчет «Не подскажете, где здесь библиотека» или «Как пройти в библиотеку». Но после решил остановиться на варианте «Соблюдайте тишину». Дескать, сам персонаж бахает так, что мало не покажется, но при этом просит соблюдать тишину. Смотрим финальный результат. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Можно было еще пошутить про кожаных ублюдков и так далее, но это ни к чему. А у Павла шаги робота, его фраза и дополнительные эффекты добавляют смысла и дают понять, что происходит без каких-либо пояснений. И, к слову, про оригинальность я выделю еще две работы. Тут пишет Алена, что она использовала сэмплы различных библиотек, что шаги состоят из 5 слоев, а вот это я для себя отметил. Один из слоев — это шаги по снегу. И ведь подходит, тут непонятно какое время года. Или, например, у Валерия робот скрипит как кресло, а его фраза поясняет, почему так. Да и с другой стороны, кто сказал, что робот обязательно железный? Слышь, масло есть? Если найду. Как видите, работы совершенно разные. Как тут определить победителей? Оценивал отдельно я и отдельно лид-саунд-дизайнер из Tsugi. Мы условились, что каждый из нас может поставить максимум 50 баллов одной работе. Затем баллы просто сложим и так получим победителей. Я попросил пояснить, как расставлял баллы представитель Tsugi. И, кстати, это он же создает пресеты для продуктов серии DSP и патчи для хранилища инструмента GameSynth. И вот что он ответил. Меня впечатлило, что каждый смог по-разному выразить свою креативность, потому что при таком коротком ролике, вероятно, не так-то просто придумать что-то необычное. Учитывая это, сначала я, возможно, давал предпочтение тем работам, которые добавляли дополнительные детали. Например, фоновые атмосферные звуки, звуки за кадром, элементы музыки или синтеза, звуки пара или скрипа и так далее. Это помогает добавить больше контекста к видео, и это хороший способ избежать ощущения повторения. Еще некоторые участники создавали контрасты между началом и концовкой, что удивляло меня, так как это создает некоторый сюжет. Несмотря на то, что некоторые работы с использованием отрывков из фильмов или песен были забавными, я склонялся к тому, чтобы поставить больше баллов работам с оригинальным контентом. Мы в Tsugi любим вокодеры и роботов, и мне понравились все варианты речи. Я считаю, что каждый смог создать действительно уникальные эффекты, и это потрясающе, но из-за этого и трудно сделать выбор. В общем, было интересно послушать все работы. Спасибо всем за участие. Итак, а я пытался оценивать не только как саунд-дизайнер, и не только с творческой стороны, но и с коммерческой или прикладной. Я рассуждал как клиент по моему опыту. Поэтому я выделил 5 критериев, и по каждому я ставил максимум 10 баллов. Во-первых, я оценивал, насколько выдержан какой-либо стиль. Понятно, что звуком можно попытаться загнать видео в любую атмосферу,
Но главный индикатор – верю ли я тому, что я вижу и слышу. И вообще, сочетаются ли звуки не только с изображением, но и между собой. Также я смотрел на общую частоту. Это про сведение. Прозрачно звучит или мутно. Прослушиваются ли отдельные звуки или все теряется в общей каше. Однако иногда в каких-то стилях максимальная прозрачность только мешает, и это я тоже учитывал. Далее понятность. Для меня, и я уверен, для клиентов это очень важный критерий. О чем речь? Я должен с первого раза, с первого просмотра понимать, что, где и почему звучит, и что говорит робот. Если у меня при первом просмотре возникают лишние вопросы наподобие «что происходит вообще?» или «почему звуки шагов не синхронны с видео?» или «что он сказал?» Это минус. Хороший саунд-дизайн должен помогать видео и при этом быть незаметным, а не смущать. Чтобы проверить свою работу на этот критерий, можете показать ее другу, например. Кто увидел бы вашу работу в первый раз, и если ему все понятно, то это хорошо. Далее оригинальность. Про это я говорил. Про необычные и интересные идеи, которые прослеживаются в готовой работе. То, что по-настоящему поддерживает видео и даже расширяет идею, да рассказывает историю. И это, к слову, должно быть понятно без дополнительных примечаний. Необычные подходы в плане получения звуков и длинные хитросплетения из плагинов я тоже учитывал, но только в том случае, когда это действительно сказалось на результате. Стоили ли изощрения такого результата? Вот об этом речь. На мой вкус, конечно. Ну и далеко не каждый клиент сможет оценить вашу работу через профессиональные наушники или мониторные колонки. Чаще ее оценят просто со смартфона. Так я и сделал. Переслушал все работы дополнительно со смартфона и обращал внимание, не потерялась ли понятность и какие-либо важные детали звука. Все, далее все просто складывалось и получался мой отдельный балл. А теперь переходим к главному. Кто же получил наибольшие суммарные баллы? Итак, третье место. Тут у нас оценка оказалась 1 в 1. И это Игорь Макаров. Игорь получает DSP Motion, инструмент для быстрого создания звуков движения, плюс DSP Sci-Fi, инструмент для создания звуков, собственно, в стиле Sci-Fi. Но при чем он здесь, спросите вы? Скоро объясню. Второе место. Павел Приходько. Павел получает DSP Action, гибкий инструмент для создания звуков различных действий, и дополнительно DSP Motion. И первое место. Первое место в качестве призов получит GameSynth, мощный разносторонний инструмент для работы и экспериментов с процедурным звуком, плюс Engines. Это плагин для GameSynth, для синтеза звука различных двигателей. И дополнительно DSP Action. Итак, первое место. Max Spector. Тут Макс пишет, что он начинающий саунд-дизайнер. Однако, судя по тому, как рассуждает, как действует и что в итоге получает, я бы прям начинающим уже не называл. Интересно, что станет с таким специалистом, когда ему в руки попадет еще и GameSynth. И, кстати, Макс ведет телеграм-канал, где делится своими работами. Наверняка и про конкурс что-нибудь интересное расскажет. Итак, официально поздравляю победителей. Молодцы. Однако, это еще не все. Как тут оказались дополнительные призы? Я говорил, что никто не ждал такого количества участников и столько классных работ. Так вот, было решено расширить объявленные призы и добавить еще 5 призовых мест. Итак, 4 место. Анна. All robots go to heaven. Анна получает DSP Motion. 5 и 6 места. Здесь одинаковое количество баллов. Роман и Антон. Hey, don't worry, you can do it. Ребята получают по инструменту DSP Sci-Fi. 7 место. Глеб. Глеб получает DSP Fantasy. Это инструмент для генерации звуков, характерных фэнтезийным жанрам. И 8 место. Алена.
Алена получает инструмент DSP Anime, который пригодится для озвучания различных видео и игр в стиле аниме. Ребята, принимайте мои поздравления, вы заслужили эти призы. И ждите писем, ваши контакты я уже передал в Цуги. И еще, на днях я выложу видео со всеми работами, которые получил. Там еще много интересного. Всем спасибо за участие. Я считаю, что конкурс прошел плодотворно, но мне интересно ваше мнение и хотите ли вы еще конкурсов. Но пока все, всем сочного звука, пока. Продолжение следует.